Вот так выглядят китайские авто сейчас. А такими они были буквально 10 лет назад. Как такое возможно? Китайские корпорации переманивают лучших мировых специалистов или даже выкупают целые заводы. Я расскажу, кто и куда уже перешел от разработчиков Bentley до всей марки Volvo. А в конце покажу, какой американский автомобиль может стать следующим китайским трофеем. Если я гляну в окно, то каждый второй авто будет либо произведен в Китае, либо связан с этой страной. И тут нет ничего ужасного, ведь теперь они на одной полке с легендарной немецкой тройкой и даже готовы поспорить с лучшими из Британии и США. За этим стоит не только мощный финансовый вклад в инновации и технологии, но и мастерство звездных дизайнеров, ранее сверкавших в Европе и Японии, а теперь вносящих свой вклад в автоиндустрию Китая. Но как Китай смог так далеко шагнуть за столь короткое время? На самом деле все началось достаточно давно. В сентябре 1985 года Китай принял решение, которое задало новое направление для его автомобильной промышленности. Правительство ввело двухлетний запрет на импорт иностранных автомобилей и предложило западным автопроизводителям строительство заводов на своей территории. Это было не просто приглашение к сотрудничеству, но и умный ход для ускорения технологического развития страны. Западным компаниям было предписано создавать совместные предприятия с китайскими фирмами, где контрольный пакет акций принадлежал государству. Такой подход обеспечил передачу знаний и технологий, а также способствовал обучению китайских инженеров. Одновременно с этим Китай начал активно инвестировать в научные исследования и разработки. Правительство финансировало покупку оборудования для научно-исследовательских и конструкторских работ, создавая тем самым основу для собственной технологической индустрии. Как результат, к началу 2000-х годов Китай уже обладал достаточным технологическим потенциалом, чтобы производить собственные автомобили, выпуская более 2 миллионов единиц в год. В период с 2002 по 2007 год рост автомобильного рынка Китая составил поразительные 21% в год. А к 2014 году Китай установил новый рекорд, произведя 23 миллиона 700 тысяч автомобилей, что составило более 26% от общемирового производства. А уже в 2021 году, по данным Китайской ассоциации производителей, на заводах в Китае было изготовлено более 27 миллионов машин. Безумие, да? Но одно дело количество, а другое – качество. И поверьте мне, тут тоже все в порядке, ведь китайцы просто переманивают лучших. Начну с британца, который устроил настоящий фурор своим карьерным перелетом. Джайлс Тейлор – блестящий дизайнер, который ранее вносил свой вклад в создание легендарных моделей Jaguar, затем перешел в Rolls-Royce. Там с 2011 по 2018 год он дарил миру шедевры автомобильного искусства. Фантомы и элегантные ГОСТы – это его работа. Вероятно, Тейлор продолжил бы свою карьеру, если бы не неожиданное предложение, которое пришло к нему прямо из сердца Китая, из города Чанчунь. Это предложение было от FAW, старейшего производителя роскошных автомобилей, предназначенных в основном для высших эшелонов китайской компартии. Именно бренд Hongqi, который долгие годы ассоциировался с элитой и властью, решил изменить свой имидж и обратиться к широкой, но весьма состоятельной аудитории. Тейлору предложили не просто работу, а возможность занять две важные позиции – главного креативного директора и глобального вице-президента по дизайну. Более того, ему не пришлось переезжать в Китай, он остался в Европе и возглавил Мюнхенский центр дизайна FAW Advanced Design. Под руководством Тейлора этот дизайн-центр выпустил модели, которые кардинально отличались от предыдущих созданий Hongqi, при этом, несомненно, напоминая Rolls-Royce. Это HS7 и H9. Эти автомобили стали символом новой эры для бренда.
Кроме того, команда Тейлора не остановилась на достигнутом и принялась за разработку гиперкаров, воплотив в жизнь проект карбонового купе S9 с мощностью в 1400 лошадиных сил от гибридного двигателя. Такие новшества от Хончи стали настоящим открытием для автомобильного мира. Скажете, что китайская подделка? Но даже самый надежный и безопасный автомобиль теперь тоже относится к Поднебесной. Что я имею в виду? Шведский автопром, символизируемый Volvo, с 2010 года стал частью китайской компании Zhenjiang Geely Holding. Долгие годы Volvo сохраняла свою идентичность, разрабатывая и собирая автомобили на родине, в Швеции. Но Geely решила перенести производственные мощности Volvo на свою территорию, адаптируя бренд под нужды китайского рынка. Сегодня Volvo имеет 4 производственных участка в Китае – в Чэнду, Дацине, Луцяо и Чжанцзякоу, где выпускают автомобили исключительно для местных поклонников марки. Хотя большинство машин для американских дорог все еще приходит из Швеции, некоторые модели время от времени добираются и из Китая. Качество у них идентичное. Ну и должен упомянуть про Polestar, дочернюю компанию Volvo, которая специализируется на электромобилях. Это уже чисто китайская разработка, но в этом году должен появиться завод и в Америке, чтобы составить конкуренцию Тесле. Неплохо, да? Идем дальше. Китайцы не просто выкупили бренд, но сначала активно переманивали ведущих сотрудников. Например, англичанин Питер Хорбери. Его путь в компании начался в 90-е, когда Volvo все еще ассоциировалась с неуклюжими, но надежными машинами-танками. Однако Хорбери сумел внести изменения, добавив шведским автомобилям дизайнерского шика и утонченности. Volvo 480 с его клиновидным купе и подъемными фарами даже сегодня выглядит как нечто совершенно нехарактерное для бренда. А концептуальный седан XCC 1992 года, разработанный командой Хорбери, поражал не только своей инновационной газовой установкой, но и уникальным дизайном с характерной линией вдоль всего кузова и задней частью, которые впоследствии стали ключевыми элементами стиля Volvo, воплощенными в таких моделях, как XC90 первого поколения и S60. Да, эти легендарные машины – это его работа. После 7-летней работы в Ford в 2009 году Хорбери вернулся в Volvo, пропустив работу со Стивом Маттином и получив в шутку замечание за самый долгий обеденный перерыв. Его последней разработкой для шведского автопроизводителя стал хэтчбэк V40 2012 года. После этого Хорбери перешел в Geely, которая уже была на полпути к внедрению инноваций с невероятной скоростью. В качестве главного дизайнера в Geely Хорбери стал создателем элегантных моделей, которые первоначально казались не очень похожими на Volvo, например, M-Grand. Но со временем, когда под его руководством оказалось 1000 специалистов, все изменилось. Сейчас Питеру Хорбери 71 год, и он по-прежнему занимает пост старшего вице-президента по дизайну в Geely Holding, продолжая вносить свой вклад в мировое автомобилестроение. А знаете, что еще выкупили китайцы? Lotus в мире автомобилей – это как Patek Philippe среди часов, эксклюзивность и ручная сборка. В 2017 году Geely взяла под свое крыло Lotus, начав трансформацию британской иконы под потребности китайского рынка. Проявлением этого стал запуск первого электрического спорткара Lotus Evija на автошоу в Гуанчжоу в 2019 году. Следом в 2020 году мир увидел Lotus Eletre, не просто первый внедорожник от Lotus, но и первую модель, сошедшую с конвейера современного завода в Ухане, Китай. Перенос производственных мощностей в Китай выглядит логичным шагом, учитывая, что новый завод в Ухане оснащен по последнему слову техники, в то время как 60-летний британский завод Lotus до сих пор собирает автомобили вручную. Это означает, что, вероятнее всего, будущие модели Lotus будут рождаться именно здесь, на китайской земле, открывая новую главу в истории знаменитого бренда. Плохо это или нет? Посмотрим.
Кевин Райс – это тот самый маэстро автомобильного дизайна, чье имя может не слишком известно, но чья работа говорит сама за себя. За плечами этого 58-летнего британца создание таких иконических моделей, как спортивные двухдверки Mazda MX-5 и RX-8, которые до сих пор вызывают восхищение своим дизайном и характеристиками. И да, его тоже решили переманить. Райс провел значительную часть своей карьеры в Mazda, сначала в период с 1995 по 2000 год, а затем с 2013 по 2018 год. В это время он подарил миру не только серийные модели, например, стильный кроссовер CX-3, но и уникальные концепты Neo Space, Coeru и RX Vision. Интересный факт о Райсе. В течение 13-летнего перерыва от Mazda он трудился в BMW. Там он оставил свой след в разработке однушки, трешки, в кузове F30 и купе 4 серии, доказав свою универсальность и способность к созданию уникальных и запоминающихся дизайнов. Кроме работы в Германии и Японии, Райс успел поработать и с другими крупными игроками автомобильной индустрии: итальянским ателье Ital Design, американской Ford и шведской Saab. С 2018 года Кевин Райс вносит свой вклад в развитие китайской автомобильной промышленности, работая в Chery и ее премиум-подразделении Exit, марка которая сейчас просто разрывает мировой авторынок. В мире автомобилей и скорости имя Pirelli давно стало знаком качества и инноваций. Этот итальянский гигант не только входит в список крупнейших производителей шин на планете, но и является незаменимым участником заездов Формулы-1, обеспечивая команды надежными и высокотехнологичными шинами. В 2015 году произошло значимое событие в истории компании. China National Chemical Corporation, широко известная как ChemChina, взяла под свой контроль большую часть акций Pirelli. Неожиданно, да? Теперь лучшие в мире шины стали китайскими. А знаете, кого еще переманили в Китай? Хакан Саракоглу, настоящий гений автомобильного рынка. Взять хотя бы несколько его легендарных проектов: спортивная двухдверка Boxster, купе Cayman второго поколения и гиперкар 918 Spider от Porsche. В составе дизайн-команды Porsche Саракоглу вносил свой вклад в создание внешности этих легендарных моделей, прежде отметившись в кельтском офисе Ford, где его талант раскрылся в работе над седаном Mondeo, компактом Puma и хэтчбеком Focus второго поколения. Не Porsche, но тоже легендарные автомобили. Его карьерный путь сильно изменил направление в 2013 году, когда Саракоглу был приглашен в Шанхай, чтобы преобразить имидж марки Chery. Саракоглу стал ключевой фигурой в изменении представления о бренде, ранее ассоциировавшемся в основном с недорогими моделями типа QQ. Его миссией было сломать стереотипы, и, судя по всему, ему это удалось с блеском. Не останавливаясь на достигнутом, Хакан принял решение покинуть устоявшуюся карьеру в пользу нового вызова. Он стал вице-президентом в электрическом стартапе Innovate. Этот переход открыл перед Саракоглу новые горизонты для творчества и инноваций в сфере электромобилей. Недавно Innovate представила свою последнюю модель – батарейный кроссовер ME5. Дизайн которого разработал Саракоглу. Машина обладает чертами, отдаленно напоминающими Porsche Cayenne, что подчеркивает уникальный стиль Хакана и его способность создавать автомобили, которые привлекают внимание и вызывают восхищение. А замечали, что и остальные китайские автомобили частенько напоминают другие европейские марки. Так, кроссовер S7 от Jack из Хэвея мог напомнить некоторым Levante от Maserati или Stelvio от Alfa Romeo. И это не случайность, ведь за его внешностью стоит бывший дизайнер из престижных итальянских брендов Дэниел Галлеоне. Теперь этот талантливый итальянец руководит дизайн-центром в Турине и работает над проектом для Jack совместно с Джанкарло Кончилио, известным своим вкладом в дизайн интерьера Maserati Quattroporte. И если вспомнить о прошлых достижениях, то не стоит забывать о потрясающем купе Alfa Romeo 8C, являющемся одной из звездных работ дизайнера. Хотя и лифтбэк Jack J7, шутливо прозванный убийцей Октавии, тоже заслуживает внимания. Шутки шутками, но перекрестное влияние культуры и стилей в автомобильном мире порой приводит к появлению по-настоящему уникальных моделей.
Еще один перебежчик – Уэйн Бёрджесс, который оставил свой неизгладимый след на дизайне таких икон, как купе F-Type, седан XE и кроссовер F-Pace. Он решил взять новый курс. Переезд для него не был необходимостью. Новая должность нашла его буквально за углом – в Geely Design UK в Конвентри. Этот центр занимается разработкой внешности для суббрендов компании, таких как Link & Company и London Taxi Corporation, известного выпуском легендарных лондонских такси. На новом посту Бёрджесс пока не может похвастаться завершенными проектами. Все они еще в процессе разработки. Однако, учитывая его предыдущие достижения и талант, можно с уверенностью предположить, что скоро мир увидит новые автомобильные шедевры, на этот раз под эгидой Geely. Ну и как обещал, марка под прицелом. Хотя информация о продаже бренда Hammer китайской корпорации в 2010 году за $150 миллионов фактически не соответствует действительности, сделка по продаже Hammer китайской компании не была завершена. General Motors действительно планировал продать Hammer, но из-за различных обстоятельств, включая регуляторные и экономические препятствия, сделка не состоялась. В итоге General Motors объявил о прекращении производства автомобилей Hammer в 2010 году, хотя сейчас уже выпустил новую электрическую серию, которую изначально планировали сделать китайские партнеры. По слухам, сейчас сразу несколько корпораций из Поднебесной ведут переговоры с General Motors о том, чтобы все-таки выкупить легендарный американский бренд. Как вы можете понять, Китай развивает автопром, делая самые важные вложения в людей и уже отточенные технологии. Поэтому в ближайшие годы качество будет становиться все лучше и лучше. А если вы тоже хотите развиваться, владеете навыками монтажа, написания сценариев или просто хотите попробовать себя в озвучке, то пишите в Telegram-бот по ссылке в описании. Спасибо за просмотр!